Всем привет, друзья! Вы на канале Like It Around Mix, и наше новое видео в рамках девиза «Все, что нам понравилось и впечатлило вокруг». Догадались? Мы идем на Киевскую выставку цветов на Певческом поле. Хотим получить яркие, красочные, солнечные впечатления и, конечно, поделиться с вами. Ясный солнечный день, впереди приятная легкая прогулка. Ну что, погнали! 14 августа она открылась ко Дню независимости, и название ее Мультленд. Вот мы видим первую композицию на центральной аллее. Сразу знакомит с темой выставки прикольный пес Артемон, отличная фотозона, а напротив привычная уже в этом месте поляна зеркал. Первые дни работы и большой интерес киевлян и гостей столицы. Мы видим, большое количество людей привлекает выставка. А интересный оптический эффект среди зеркал привлекает моего ребенка. И, конечно, вот такая вот необычная зеленая машинка. Это следующая красивая фотозона для мальчишек, а юным леди приготовлены вот такие красочные, великолепные качели. Но выставка хороша для семейных прогулок, и центральная неизменная композиция на аллее – это вот такой яркий солнечный цветок с центральными фигурами, и называется она «Щаслива родина майбутнє України». Счастливая семья будущей страны. Делаем фото на память, на счастье, и идем смотреть дальше. Впереди книжка «Сказка. Рукавичка» и поляна мастера Никиты Кожемяки. А еще о предыдущей выставке напоминает фотозона «Мифы греческой Эллады». Я отвлеклась, засмотрелась на яркие красочные клумбы впереди, но надо бежать назад. Наш рыцарь требует фотофакта. Романтическая фотозона Love завершает аллею. И впереди цветочная арка, очень красивая. Это вход на само Певческое поле, где самое интересное. Очень яркое солнце мешает съемке, но мы все-таки ее покажем. А это на лестничных пролетах обосновалась продажа сувениров. Сейчас медовый спас, поэтому есть мед. Ну и, конечно, украинские веночки, народные обереги, душистые травы и просто красивые сувениры об урожае. И вот оно впереди Певческое поле, часть территории огромного ландшафтного парка, в центре сцена. Здесь хорошая акустика, и по кругу расположились различные цветочные композиции. Первых персонажей узнали? Книгу джунглей представляет первая композиция, и дети в восторге от ее персонажей. А мне очень понравился вот этот зеленый друг. Место разминочки есть между цветочными полянами, а мы переходим к цветочным феям. Мешает не только снимать, но даже разглядывать яркое солнце, но очень красивая композиция. Прямо теряешься, что красивее выбрать фоном для фото. Прекрасных девушек, интересное дерево и как еще захватить цветочный орнамент. Вот еще одна красивая фотозона, и впереди следующая композиция под названием «Белоснежка и 7 гномов». Красивым цветочным ковром раскинулось платье сидящей Белоснежки, яркие цветочные дороги ведут к замку на заднем плане композиции, и по всему периметру стоят фигурки веселых гномов. Большая каменюка впереди – это специальное место для красивых фото. А мой нетерпеливый экскурсант уже унесся к следующей композиции. Рядом она находится. Огромная красивая рыбка начинает ее, и это композиция «В поисках Немо». Веселой улыбкой встречает этот морской персонаж осьминожек, и меня он впечатляет, поражает. Это же все выполнено из цветов.
А чем дальше, тем еще интересней. Вот в болотце своем залег веселый Шрек. Зелененькая морда, довольная, добродушная улыбка на все зубки. На заднем плане его домик. И мне очень нравится, как растениями выполнено его болотце. Эффект очень потрясающий. И поскольку любимый детский персонаж, очень красивые фото остаются на память. А вот и следующая композиция. Рапунцель или Рапунцель, не знаю, но очень красиво. Здесь уже есть деревья, они закрывают яркое солнце, немного тени и удобно снимать. Деревянный мостик перекинут через цветочную речку. Дальше идет к замку цветочная дорога. Красивая и достаточно большая композиция. И согласно сказке, из замковой башни, из окошка прямо до цветов свешивается коса Рапунцель. А глаза разбегаются. Совсем рядом видно следующую композицию. Тоже очень яркая она, и выглядывают издали уши Микки Мауса. Вот такой веселый друг. Очень мне понравились его эти зеленые тапки, ботинки, как их обозвать, обувка, короче. Белый диснеевский замок тоже есть в этой композиции. Белая красивая скамейка – это место для фото. И яркими разными цветами чернобрывцев выложены поляны вокруг замка Микки Мауса. В общем, очень нравится эта композиция. Она яркая, такая вот детская, веселая. А следующая не менее яркая и еще удивительней. Вот такие прикольные, веселые 3 фигуры желтых миньонов. На красивом цветочном сердце они пританцовывают. И они тоже выполнены из цветов. Ну, поразительно и очень красиво. Но в этом полукруге это последняя композиция. Мы немножко поразглядывали, как переходят волнами в этом цветочном сердце растения. И возвращаемся мимо уже виденных композиций. Ребенок разглядывает, где бы нам еще сфотографироваться. А теперь удрал впереди, увидел аниматоров. Я честно признаюсь, я купилась на их задумку. Они в эффектных и стилизованных под эту выставку костюмах замирают возле цветочных композиций и очень напоминают статуи. Вот, смотрите, золотой пират. Сейчас попрошу, чтобы он со мной поздоровался. От пирата мы получаем лайк, а это уже цветочная леди, королева цветов. Величественным поклоном приветствует меня королева, и мы направляемся к следующей сказке. А что у нас здесь? Прикольная лампа Аладдина. Из нее вот таким дымом вылетает джин. В синих тонах он выполнен. И, конечно, на ковре-самолете сам Аладдин и принцесса Жасмин. Тоже очень красивая композиция. Яркий желтый ковер, синие оттенки джина на голубом фоне неба. Очень красиво они сочетаются. А если пройти чуть вниз, большими белыми буквами представился устроитель сегодняшнего нашего праздника. Ну, действительно, большое спасибо Киевзеленбуду за возможность таких ярких, красивых прогулок летом от всех наших киевлян и гостей столицы. А мы перешли к другой, не менее яркой, не менее впечатляющей композиции цветочной. Ну, все узнали Angry Birds. Здоровенная рогатка спряталась в углу композиции под деревом. И одна лучше другой вот эти вот птички, сердитые, злые, веселые, разное выражение лица, или как его обозвать, клюва, глазиков у этих птичек. Здоровенным кустом они выполнены цветущим.
И очень понравилось нам гнездо. А это чей-то домик. По кругу мимо волшебниц-фей мы проходим еще раз. Уже не так мешает солнце. И опять книга джунглей. Вот еще сверху немножко посмотрим на пьющего тигра. И все композиции этой выставки мы смогли посмотреть, рассмотреть. Поворачиваем назад к выходу. И по дороге еще обязательно посмотрим красивую обзорную площадку, которая расположена на склонах этой крутой правобережной Киевской горы и дает прекрасный обзор на левобережный Киев. Ну вот, очень жаркий августовский день, и отдыхают на красивых зеленых газонах, переполненные впечатлениями посетителей. Красивый ландшафтный парк окружает Певческое поле, и еще надо отметить обязательно его расположение между Киево-Печерской лаврой и музеем участия Украины во Второй мировой войне. Поэтому огромный памятник Родина-Мать и золотые церковные купола видны с любой точки Певческого поля. А мы напоследок еще раз покажем самые понравившиеся нам цветочные композиции и предлагаем немножко полезной информации. Ежедневно, без выходных, с 10 утра и до 8 часов вечера открыта выставка. Цена входного билета для взрослого 100 гривен, а детский стоит 25 гривен. Деткам до 7 лет вход на выставку бесплатный, а еще также бесплатный для пенсионеров, для ликвидаторов ЧАЭС, участников АТО и инвалидов первой и второй группы. Аж до 13 сентября будет действовать эта мультяшная экспозиция. И представляете, около 300 тысяч цветов было использовано для ее создания. Кому понравилась наша экскурсия, поддержите наш канал лайком и подпиской. Всем хорошего настроения и пока-пока!